Кажется, я нашла идеальный рецепт наггетсов. Хрустящие снаружи, сочные внутри и даже вкуснее, чем в Макдональдс. Всем привет! С вами Олеся на канале Готовим дома. Для рецепта нам понадобится 3 куриных грудки. Разрезаем куриные грудки пополам, вот так. А затем нарезаем на вот такие крупные кусочки. Это главный секрет, чтобы наггетсы получились по-настоящему сочными и вкусными. Чем крупнее вы их нарежете, тем вкуснее и сочнее получится куриное филе внутри. А пока режем куриное филе, расскажите в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Мне всегда очень интересно, где смотрят мои рецепты. И, кстати, поделитесь, а что у вас сегодня на ужин? Я обожаю вдохновляться вашими идеями. Перекладываем нарезанную курицу в миску. В другую миску я разбиваю одно яйцо. И быстренько перемешаем вилкой, без лишних усилий, просто до однородности. Выливаю яйцо на куриное филе. Немного соли по вкусу и черный молотый перец, тоже по вкусу. Также мне понадобится 1 или 2 пера зеленого лука. Нарезаем зеленый лук вот так вот, такими крупными кусочками. Добавляю лук к курице. Пару зубчиков чеснока. Нарезаем чеснок вот такими тонкими ломтиками. И затем дополнительно еще измельчим при помощи ножа, чтобы он лучше раскрыл свой аромат. Вот так вот просто порубим. Чеснок тоже отправляем к курице и хорошо перемешаем. Лучше руками. Руками это самый надежный способ сделать это по-домашнему и вкусно. Так, готово. 2 столовых ложки соевого соуса тоже добавляем к курице. Этот ингредиент просто творит чудеса. Мясо станет ароматным, с тонкой пикантной ноткой. Обязательно еще раз хорошо перемешайте, чтобы курица впитала все вкусы. Теперь в другую миску разбиваю 2 яйца. И хорошо взбиваем вилочкой, чтобы желток и белок полностью объединились до однородности. Друзья, этот рецепт действительно очень простой, очень быстро готовится, и курица получается невероятно сочной. Особенно мне нравится, что в этом рецепте используются все простые и доступные ингредиенты. Готово. Также нам понадобится немного белого хлеба или чиабатты. Кстати, лучше взять не самый свежий хлеб, именно слегка подсохший идеально подойдет для панировки. Сначала срезаем корочки, а затем нарезаем хлеб на ломтики. И затем нарежем небольшими кубиками. Конечно, вы можете использовать и обычные покупные панировочные сухари. Это тоже отличный вариант. Но если вы хоть раз готовили свежие хлебные крошки сами, то знаете, вкус и текстура получаются совершенно другими. А вы, друзья, что обычно берете для панировки? Свежий хлеб или уже готовые сухари? Напишите в комментариях, мне очень интересно. Хлеб можно порубить ножом вручную, но, если честно, с кухонным комбайном-измельчителем это гораздо проще, быстрее и удобнее. Просто закидываем в комбайн хлебные кубики и буквально через минуту получаем отличные хлебные крошки, пышные, воздушные, такие, как нам надо. Только посмотрите, как быстро и просто. Пересыпаем хлебные крошки на тарелку. А в другую тарелку насыпаем немного кукурузного крахмала. Если под рукой не оказалось крахмала, используйте муку.
Ставлю сковородку на плиту и наливаю растительное масло. Я беру обычное подсолнечное, вы можете использовать любое, какое найдется у вас под рукой. Берем первый кусочек курицы, обваливаем в крахмале, потом в яйце, и в конце в хлебных крошках. Главное тут не торопиться, пусть каждый слой хорошо прилипнет. Обязательно прижимаем хлебные крошки руками, чтобы крепко держались. Проверяем масло старым добрым способом, бросаем крошку хлебную. Вот такие пузырьки пошли вокруг, это знак, что можно смело выкладывать курицу. Масло разогрелось идеально. Начинаем жарить первый кусочек и продолжим панировать оставшиеся кусочки. Лучше сделать это сразу со всей курицей, так наггетсы приготовятся одновременно и вы точно все успеете. Панируем сначала в муке, затем в яйце и хорошенько обваливаем в хлебных крошках или панировочных сухарях. Готово. И отправляем остальные наггетсы жариться на сковородку. Сделайте огонь средний, это очень важно, так, чтобы хлебная корочка снаружи не горела, хлебные крошки, и в то же время наггетсы успели хорошо прожариться внутри. Таким образом, если вы правильно подберете температуру, они получатся супер сочными, супер хрустящей корочкой. Это тоже один из главных секретов вкусного и сочного куриного филе в панировке. Так аппетитно шипит масло. Просто уже невозможно дождаться, когда мы будем пробовать эту вкуснятину. Жарим буквально 2-3 минутки с одной стороны, и когда начнет корочка румяниться, переворачиваем. Жарим с другой стороны, тоже до красивой, аппетитной, румяной, золотистой корочки. Друзья, если вам нравится рецепт, обязательно поделитесь им с вашими близкими. И не забудьте подписаться на канал «Готовим дома». Впереди вас ждет много быстрых, вкусных и доступных рецептов, которые вы легко сможете приготовить каждый день. Только посмотрите, какая красота! Аппетитная румяная корочка. Как только наггетсы зарумянились со всех сторон, значит они готовы. Кусочки наггетсов перекладываем на бумажное полотенце, чтобы они остались хрустящими, но без лишнего жира. Ну что, друзья, все уже готово? Только посмотрите, какие аппетитные наггетсы у нас получились. Хрустящие снаружи, невероятно сочные внутри. Просто тают во рту, вкуснее, чем в любом ресторане. Подайте их с любым соусом или с кетчупом. Это очень вкусно, уже не терпится. Давайте скорее попробуем кусочек. Только посмотрите. Какая вкуснятина! Приятного аппетита, друзья! Подписывайтесь, делитесь рецептом с друзьями. Пока-пока и скоро увидимся!